Ой, что делается, что делается? ТСН сподобились позвонить по телефону матери киллера Паршова, и она рассказала, что он сбежал в Россию. Я удивлен, почему не в Мексику? В Мексику интереснее было бы. Да ладно, я не удивлен. В Россию оно и понятно. Ну и в России, по всей видимости, он служил в батальоне Донбасс, где у него была погремуха или прозвище, или позывной Паша Боксер. И, как я уже и говорил, уже переговорили нужные люди с его командирами, и командиры рассказали, ой, плохой боец, вообще такой, прям в горнило не лез, убегал, там все такое, и из армии бегал, и мы выгнали его. Плохой, очень плохой. Ну, это то, о чем я вам вчера и говорил, потому что сослуживцы его, а есть, знаете, разумные люди. Вот разумный человек, когда он читает, что Шари предлагает 30 тысяч гривен на условиях анонимности для того, чтобы просто побеседовать. Вот разумный человек всегда свяжется и побеседует. Мы побеседовали, анонимность я сохраняю, 30 тысяч гривен на счету, никаких претензий нет. Мне для себя интересно, да, я готов платить, потому что мне интересно, что происходит. Так вот, люди рассказывают, что это ложь, что никакой он не был трус. И в горнило он себе нормально лез, как и все. Вот, поэтому ложь, ребята, лжете, как всегда. Но мы уже привыкли к вашей лжи, в принципе, поэтому ничего нового. А мы решили покопать в Севастополе. Потому что там Антон Геращенко, там, знаете, заявил, там, Севастополь, ну, мы же понимаем, что значит рожденный в Крыму. В общем, и это, знаете, как родители за сына не отвечают, он уже взрослый, как и сын за родителей, в принципе. Но некоторые штрихи из того, что мы там, знаете, по верхам так покопались, мне лично показались интересными. Не делайте из него труса и не делайте из него какого-то там бегуна из армии. Не надо. Знаете, как бы пожалейте, это ж ваш. Итак, мы начинаем. С нами несравненный Александр Талипов. Крым. Итак, мы кое-что задумали, получилось ли у нас. Я думаю, все получилось. Что ты делал? То есть, давай по хронологии будем вставлять видео. В принципе, было проведено небольшое расследование. Различные ниточки указывали на возможную связь этого киллера с Севастополем. Она подтвердилась. В одном из районов Севастополя, в населенном пункте Инкерман, проживает его отец. В ходе отработки этой информации было проверены учеты, списки учетов афганцев в Севастополе, он нигде не числился. Да, по данным военкомата в Севастополе тоже учетов нет. Непосредственно в самом населенном пункте Инкерман были найдены его близкое окружение, бывшие соседи, какие-то дружеские связи, в ходе которых действительно удалось выяснить, что отец проживает там, действительно он отец этого Павла, и действительно, этот Павел не родился в Севастополе и не проживал здесь. По данным, он родился в Днепропетровске с первой женой, проживал с первой женой отца. Ну, подожди, информация была, я не имею в виду клоунов, я имею в виду, что где-то я встречал, что родился в Севастополе. Ну, в принципе, это какая разница? Ну, родился, не родился. Не, ну я думаю, основной момент российского следа, это все, кто родился в Крыму и в Севастополе, они сразу рождались агентами КГБ, агентами Кремля, агентами ФСБ, и уже априори виноваты в любом преступлении, в котором может их обвинить Украина. Ну, типа да. Типа да. А меньший это какой прирезали его? Володя, по-моему, Вовка. Вова, а он не в армии служил? Нет, в армии Паша жил. А в каком году квартиру продали здесь? А здесь уж давно. Ага. Врачи купили, и они... А Виктор Александрович, да, по-моему, тут жил, и вот это вот он умер с женой, да, получается? Да. А у него сын, получается, Александр Викторович, да, вот? Которые переехали, они квартиру где-то там купили, да, получается? Что вот там, на тех районах. А вы вот мальчишку не помните? Он, получается, Павел был у него в Днепропетровск, по-моему, переехал. Нет. Он служил в армии, офицер, Это какой? старший сын. А как его звали, не помните? Ну, не знаю, Паш, по-моему, Павел. Павел. Ну, здесь он А вы давно его не видели? давно уже... Он здесь жил. Что? Он здесь и не жил. А где он жил? С матерью в Днепре. А что вы о нем знаете? В смысле? Ну вы не слышали вчера, что случилось? Нет, а что такое?
Убил человека в Киеве, расстрелял. Это он был, нет? Да, Вот этого дурака убил, да, Воронкова. да? Правильно сделал. Да вот здесь вообще не жил. Они сначала жили в Павлограде, потом они приехали в Днепропетровск. Ага. А вы вообще кто? Да я... А отец здесь еще живет, нет? Да. А где? Можно с ним как-то связаться, поговорить? Может, телефон есть? Он с ними отношения, по-моему, не поддерживал. Когда они уже развелись, ну, Пашка уже взрослый был, ну, сколько тогда было, лет 19. Я не знаю, сколько ему сейчас. Ну, 80 какого-то... Ну, где-то 30 с чем-то, наверное. Ну вот. Я вот только один раз или два видел. Один раз уже вот так вот просто. Он заходил домой. Ага. Ну, ясно. То есть, как он уехал в Днепр, так здесь и, в принципе, не появлялся? Ну я, по крайней мере, я не видел. Зачем он здесь было делать? Если только на море приезжал, я не знаю, интересно его было отца увидеть или нет. То есть, чтобы понять, что действительно этот, вроде говорят, у этого Павла, получается, отец воевал в Афгане. Да. Ясно. Он потом Рязанку заканчивал. А, то есть он офицерское звание еще имеет? Да. Уже после того, как служил, чего в Рязанское поступил. В ВДВ. А потом что, вернулся сюда? Ну, потом он служил, где там служил? После того, как он, перед тем, как уволился, он где-то там, где-то в районе Приднепровья, что ли? Нет, я сказал, что Приднестровье, по-моему. Приднестровье, да. То есть на Украине. Да, ну где там, то ли в Одесской области, то ли еще. Ну, в общем, в той степи. Ага. Куда ты дальше пошел? Дальше я попытался найти квартиру, в которой он на данный момент живет. К сожалению, жены на месте не было, а соседи сказали, что он там больше не живет. Последние дни находится в запое. И где-то его видели на подработке в Инкермане, на стройках в Инкермане. Таких мест немного было. Нашел одно из них, где работали люди, сказали, был такой, убирал мусор, сейчас видели его последний там-то, там-то. Ну вот и как шел я, как получается, сказка про... подожди, как эта сказка была, когда девочка кусочки хлеба оставляла. Да, и вот я шел по следу, подбирая ниточку к ниточке, и нашел место, где он в последнее время проживал. Удалось поговорить с людьми, которые его видели, ну и вон те факты, которые на видео есть, удалось установить. То есть он лицо сейчас с пониженной социальной ответственностью, вообще у него ответственность равна нулю, как я понимаю. Я так думаю, что ответственность у него даже минусовая. Нужно сказать, что его много кто знает в Инкермане, и можно сказать, он местная звезда минусового значения. То есть он постоянно в центре какого-то был ранее скандала, то есть драки, пьянки, такое вот, таким вот славой. Ну, да, я понял. Я понял. Просто интересная там информашка про сына, что он там какие-то у него там убеждения там специфические, но мы же этого проверить не можем, мы просто показываем прямую речь, в принципе, людей, которые об этом. Скинхед? Да. Ну, ты знаешь, кто это скинхед? Ну, да, нацисты. Ну, да, так оно и есть. и это... Он у них там в группе или где там, блядь, типа заглавного, блядь. Это в какой группе? В Днепропетровске? Ну да. Это он уже там был. Ну мы там толпой были, я не стал ему говорить, потом на кухню, когда вышли, я говорю, Сань, нахуй, блядь, сам, говоришь, мы что скинхед? Я говорю, это же фашисты где-то. Ну да, блядь. Гордись, ну по пьяни, блядь. Думаю, пацан, блядь. Это не то! Это не тот, это парша ищет, это что мусор грузил, пацан! Это не тот, что работал, а что мусор грузил. Это вот в том доме. С обратной стороны подъезд. Первый подъезд от рынка. Квартиру не знаю. Скажите, а вы Паршова давно видели? Я его, да, может, с неделю как видела. А он пьет, что ли, в последнее время? Что-то найти? Ой, он на что он похож уже стал? Он спит весь, а заросший весь. Синий, синяк. А вы его На давно самом- знаете?
Давно знаю его, еще с детства я его знаю, родители его знаю. А у него сын Павел, да? Да. А Всегда вы здоровается. его видели, нет? Не видела. Вот. Давно не видели? Да, не видела давно. А его Давно. вообще знали, сына этого? Вот сына я не знала его. Его тут и практически не было, да? Не знала. А этого Паршова, ой, вот спит и уже такой черный. Звезда тут, говорят, в Инкермане у вас. Ужасно. А здесь забросший, черный, синий такой. Он вчера здоровается. Когда меня увидел, всегда здоровается. Угу. Ну, в этом районе его сейчас нет, да? Ну тут чуть не видно его. Он вечно там, где рынок околачивается, вот там. Угу. Возле рынка там, вот все там эти. К примеру, ну дальше что? Ну, вы его не видели? Вы объясните, как? Чего? Да, я знаю, где Саша пошел. Будет вечером. Сейчас не знаю. Сейчас такая ситуация, потому что вчера... Бы с ним переговорить, когда он его вообще видел. Это может он его уже 10 лет не знает, он тут не был в Севастополе. Я про все вам говорил. Насчет этого? Нет, вообще. Вообще. Разговор заходил о его сыне. Ну, то есть, нет, о жизни, о том, о всем. У меня сын, два сына, сын, дочка, у него и так далее. Он сына не видел, я вам точно говорю. Миллион лет. Настолько долго. Он общается с ним вообще? Он никогда последние не общался. Он такой синий был последние 3 недели, что я его Не, еле-еле... а вообще-то, если он там столько лет его не видел, но он может общаться с У ним? него нет средств коммуникации, у него нет телефона, у него нет возможности, не было возможности помыться, побриться. Он бомжевал, как последняя скотина. Вот. Я вот вам скажу сейчас... Да я знаю, я с ним призывался. Я вам сейчас скажу, Инкерманской. но это чисто для вас. Я его последние 2 недели держу у себя на даче. Саша, это между нами. Я его последние 2 недели держу у себя на даче и снимаю со стакана. Картинка вот чисто как человек. Все. И за последние 2 недели я узнал о нем почти все. Поэтому вот сына он не видел, я вам точно могу сказать. Ну лет 5, не меньше. И не общался с И ним. не общался. А не общался с ним последние полгода абсолютно точно. Ну, смотрите, Потому что последние полгода у него телефона не информацию, было. что он записался в один из батальонов, получил там... Сашка? Павел. Да. Получил там удостоверение, Вполне может быть. получил пистолет, и вот с этим пистолетом с Вполне Андреевым может быть, он же встречался. был националистом. Националист это болезнь мозга, болезнь разума. А вы тоже знаете, что он был националистом, да? Ну, а кто не знает? Ну, говорят... Ну, кто не знает? А кто не знает? А в чем проявлялся его Ходить война? со свастика, наколка, по-моему, свастика у него. Это разве не признак национализма? Это у вот этого Павла было, да? По-моему, да. По-моему, да. Секрета тут в этом никакого нет, да? Никакого И нет. он живет в Танечка, подожди, Днепропетровске. радость моя, хорошо? И тут, наверное, на Это этом... ж вы минут 10 назад и ходили, да? Нет, мы только сейчас подошли с вами. Блин, Вы только задолбали, а. вы в подъезд зашли, а потом хотели здесь. Стоит спросить. только с Паршовым за руку поздороваться, уже все знают, что надо его искать.